Что здесь было? Нир-Оз был захвачен. В нем была семья, 3 детей. И они вас повели в сторону В Газа. сторону Газа. Именно так. Они натаскали вещей, они натаскали людей. Когда начались бомбежки усиленные, нас опять спустили в подземелье. А дома поджигали просто, да? Дома поджигали. Сперва вошли террористы, Хамас, Шиат. Муж мой был убит, сын захвачен. А это дом Шири Ярден Бибас. А что про ислам они говорили? Ну, вот какая замечательная религия. Их продают Хамасу. То есть обмена на деньги. Он должен был просто прикончить нас. Завернули ее в ковер и бросили на мотоцикл. Потом как-то еда быстро закончилась и стали приносить питу. Я сказала прощай, она мне сказала прощай. Но домов, в которых не зашли вообще, всего лишь 7. Кибуц Нир-Оз расположен на юге Израиля, всего в нескольких километрах от границы с сектором Газа. До 7 октября 2023 года здесь жили около 400 человек. Утром 7 октября в кибуц проникли сотни террористов Хамас. Они входили в дома, убивали жителей, поджигали здания и похищали людей. Фактически каждый 4-й житель кибуца был убит или захвачен в плен. Нир-Оз стал одним из самых трагических символов событий 7 октября. Я прожила в этом доме около 7 лет. На данный момент я живу здесь, в Нир-Озе. Я живу в другом районе, в котором нет сожженных домов. И все, кто хочет жить в Нир-Озе, мы старались, чтобы они были в одном районе вместе, а не напротив каких-то сожженных домов или домов, где погибли люди. 7 октября, утро. Можешь рассказать, как это все происходило? Что здесь было? Мы были здесь, у нас дома. Мой муж, я, 2 детей. Наша дочь Илья, ей было тогда 17, сыну 13. С нами была наша племянница, которой было тогда 19 лет. 6:30 утра, как и весь Израиль, начинают лететь ракеты в нашу сторону. Мы бежим быстро в наше бомбоубежище, в комнату. Если я укорочу мой рассказ, то я могу сказать, что с 6:30 утра и до 16:30 после обеда в тот же день мы пробыли в нашем бомбоубежище. В 16:30 примерно сюда пришли армейские команды и выпустили нас из собственного же бомбоубежища. Во сколько ворвались террористы, если в 6:30 начались сирены, примерно во сколько здесь? В Нир-Озе люди? террористы были уже в 6:30 утра. Уже в это же время? Да, практически сразу с первыми ракетами. Здесь было в районе, по армейским данным, около 120 террористов Нухба. Это элитная команда, группа Хамаса. Очень хорошо вооружены. Они зашли в Нир-Оз с 2 сторон, с северных ворот и с южных ворот. И примерно через 1,5 часа после этого за ними последовали еще сотни жителей Газы. Нир-Оз был захвачен на много часов. До 2 часов примерно, до 1:30 они делали здесь, что хотели. И потом сами ушли. А сколько зашло всего их, террористов? Говорят о сотнях. Если 120 террористов и Нухба, да, и еще 300-400 человек, говорят. В этом доме, посмотрите, здесь есть 4 квартиры. Дома вот так вот соединены между собой. Здесь пожилые люди, пара, остались живых. Они из горящего дома вылезли через окно своего бомбоубежища и спаслись. Спрятались в кустах и потом пошли в дом своей дочери. Вы можете посмотреть, дом абсолютно сожжен полностью. А следующий дом – это Лена и Виталий Трофановы. Лена была захвачена в Газу, Виталий был убит. Их сын Саша и его подруга Сапир были тоже захвачены в Газу, вернулись оба в живых. И мама Лены тоже была заложницей и тоже вернулась в ноябре 2023 года, когда была сделка женщин и детей.
Мы приехали в кибуц Нерос в 1999 году, в августе 1999 года. Я, мой муж Виталик и наш сын Саша, единственный сын, ему было тогда 3,5 года. Вот, в 99 году, 26 лет. И вы с Нероза никуда не выезжали сюда? Никуда не выезжали. Мы приехали сюда сразу же по программе «Первый дом на родине». Сразу сюда, и тут и остались. Вот до 7 октября как часто обстрелы были с Газы? Как часто у вас были сирены? Очень часто, Э, беспрерывно. Раз в месяц или чаще? Иногда чаще, иногда по нескольку раз за день, иногда... Ну, раз в месяц это считается очень редко, скажем так. Были периоды затишья, в основном после больших тут военных операций, которые происходили. Но потом снова начиналось. Когда мы сюда приехали, в общем-то, было тихо, но года через 2-3, я помню, упала первая ракета, недалеко отсюда как раз-таки, я думаю, что вот тут, вот где-то в этом районе. И потом уже начали все больше и больше и больше. Ну, в общем-то, мы привыкли. Не хотелось Привыкли. уехать из-за Нет. этого? Не было такого? Нет, я никогда не боялась ракет. И после того, как нам поставили вот в дома эти комнаты безопасности, сперва же не было их. Их поставили после большой военной операции, уже не помню, как она называлась, в каком году. В каждом доме поставили. И как бы вообще спокойно. Есть сирена, заходишь в комнату безопасности, выходишь. Все. А были ли мысли когда-либо, что может случиться что-то вот такое, что случилось 7 октября? Какие-то опасения? Честно, нет, не было. То есть никогда вообще об этом не думали? Одно время как-то немножко переживали, что вдруг из туннелей выйдут террористы. Но потом, когда там сделали вот эту вот подземную стену, как бы на эту тему мы успокоились, и все. То, что они придут и прорвав трактором забор, мы никогда не думали. Я думаю, никто об этом не думал. Ну а накануне 7 октября вообще какие-то были, не знаю, подозрения, разговоры, вот что-то? Абсолютно. Все было, Абсолютно все было обычный день. тихо, обычный день. Обычный день. Мой сын приехал к нам в гости со своей невестой. Я еще не сказала, но моя мама тоже переехала в кибуц, приехала из России в 2021 году и сняла домик в кибуце. Так что как бы вся моя семья 7 октября была здесь. В 7:15 утра, во-первых, мы получаем первое сообщение в нашем общем WhatsApp-чате о том, что один из ребят видит террористов, которые находятся около клиники, это здесь недалеко, 500 метров. Они одеты как солдаты, очень хорошо вооружены. Он пишет: оставайтесь в своих бомбоубежищах. Сначала мы думали, что окей, террористы, ну, может быть, 2, 3, 4 человека. В 9 утра кто-то написал уже, что в Нир-Озе слышно только арабский. В 9:15 я слышу, как у нас разбивают окно и дверь, и заходит первая группа людей. Вот ваш дом, где мы В наш сейчас дом, сидим. который здесь сзади меня, да. Врывается какая-то группа с криками, с шумом. Мы находимся в бомбоубежище, дверь у нас закрыта, запереть ее нельзя изнутри. Единственное, что можно сделать, это ручку бомбоубежища поднять вверх и просто держать ее. И это то, что мы делаем. У нас пытаются открыть дверь 1-2 раза. У них не получается. И, к нашему счастью, с нами не ведут войну за эту ручку двери. Пытаются пару раз и потом оставляют. Нас просто украли все, что можно, все, что нельзя было украсть, перевернули, разбили. Не стреляли по дверям? То есть Нет. это, видимо, были вот те самые мародеры, жители Да, Газы, которые без наверняка. оружия. Наверняка именно так. То есть с 9:15 утра я и мой муж, мы на двери. Дети под кроватью, потому что в нашем общем чате мы получаем постоянно сообщения. Сообщения идут
забрали моих детей, убили моего мужа. Нам подожгли дом, пожалуйста, помогите. Где армия? Что происходит? Почему никто ничего не говорит? И снова убили, подожгли, забрали. Я думаю, что в течение всех этих часов мы знаем очень много. Люди пишут, что с ними происходит. Мы знаем, что кто-то ранен, мы знаем, что где-то есть беременная женщина на 9 месяце с детьми одна дома, потому что ее муж, парамедик, вышел помогать. Мы знаем, что кто-то ранен в обе руки из-за обстрела через дверь. И я и мой муж понимаем, что мы на двери, и если кто-то будет стрелять через дверь, наверняка шансов мало, и именно поэтому дети под кроватью. Примерно до 12:30, потом стало тихо, более-менее. А почему они стали уходить обратно? Они стали уходить. То есть они натаскали вещей и стали их в газу возить? Именно так. Они натаскали вещей, они натаскали людей. «7 октября». Можете вспомнить, как начался этот день? Он начался с того, что была сирена. У нас не сирена, у нас говорят как бы «Цева Адом, Цева Адом». Во сколько это началось? Утром. Утром. Я 6:30, думаю, как вот что официально? это, да, я не особо смотрела на часы. И мы не переживали, как бы, обычно идем в комнату безопасности, и все. Саша со своей девушкой были в комнате для гостей, и там нету комнаты безопасности. Я им позвонила, сказала, приходите к нам. Но мы очень быстро поняли, что это необычная атака, необычная ракета, 1-2 и все. Просто ракеты падали без остановки очень-очень долгое время. И у них не было даже полминуты добежать до нас и спрятаться у нас в комнате безопасности. Поэтому они остались там, в комнате для гостей. Газа здесь 2 километра от нас, Ну, да, где-то сейчас? так, да. 2 километра. И, в общем-то, так. А потом уже мы получили сообщение, что есть террористы в кибуце. И очень быстро услышали крики по-арабски, выстрелы, и мотоциклы вокруг дома. И, в общем-то, Когда они здесь появились, начались раздаваться выстрелы, автоматы? выстрелы, крики по-арабски, мотоциклы туда-сюда. Много зашло их сюда? Очень много. Очень много. А есть данные вообще, сколько террористов зашло примерно? Ну, я слышала, я не знаю сколько, я, естественно, их не считала, но я слышала, уже после того, как вышло, что в какой-то момент времени их было тут 500 человек. То есть это было не только террористы, это были и жители Газы. Сперва вошли террористы, Хамас, Шиат, а потом, когда поняли, что тут нет армии, пришли, в общем-то, все. В Нерозе до 7 октября 2023 года жили 416 человек по официальным данным. 7 октября 117 из них были забраны в заложники в Газу или убиты. 76 заложников из 251, по-моему, да, были из Нир-Оза. 53 вернулись живыми, все остальные вернулись мертвыми. 65 погибших. Для такой маленькой
Кибуца. Для маленького кибуца, маленькой деревни, все друг друга знают. Это очень большая потеря. У вас был отряд самообороны? Был небольшой отряд. Они вступили в бой? Да, это был единственный бой, который был в Нир-Озе, потому что армия пришла очень поздно, когда уже здесь никого не было. Был бой абсолютно безнадежный. В группе поддержки она небольшая, в ней, по-моему, есть человек 12. Не все были здесь в Нир-Озе в тот день, и не все смогли выйти. Один из них был, допустим, дома один с детьми, с 3. Такая история. Но да, вышло воевать, их было человек 8. По протоколу они должны продержаться минут 10, пока не придет армия. Они продержались где-то до 9:30 утра. 4 погибли. Тела 3 были забраны в Газу. Постепенно вернули кого в сделке, кого нашли. А дети в вашем кибуце погибли? Были убиты дети? Да, да. Сколько и какого возраста? Семья Кедом Симантов, Тамар, Джонни, их 3 детей, Арбель, Шахар и Омер. Арбель и Шахар им было 4 или 5 лет, если я не ошибаюсь. Омеру было всего 2. Ноя Дан, девочка 12 лет. И, как выяснилось потом, Ариэль Кфир Бибас. Ариэль Бибас, которого похитили в Газу вместе с его мамой. Ему было 4 года. И его братик Кфир, которому было 9 месяцев. А дети как погибли? Здесь? Здесь вот именно. Ноя Даны была у своей бабушки дома. Я не знаю, что произошло. Они были живы часов до 12:30. Я не знаю точных данных, не могу сказать. Семья Симантов, я да знаю, они мои соседи здесь недалеко. Родители стояли на двери, так же, как и мы. Через их дверь прошло 27 пуль. Сначала был ранен отец, потом Тамар и мать. И так они погибли оба. И туда зашли террористы, я не знаю, та же группа или другая, подожгли дом. Дети погибли от дыма, просто задохнулись. Мы сидели в комнате безопасности. Но когда мой сын написал мне, что им ломают дверь, мы вышли из комнаты безопасности, я и муж, Виталик. И дверь их дома как раз напротив наших окон. Вы сейчас, вот Оля вас возьмет, вы увидите. И мы просто вышли из комнаты безопасности, через окно видели, как человек 10 с автоматами ворвались в мою комнату, и все. И я знала, что это одна комната, там негде спрятаться. И я просто отошла от окна, потому что я подумала, что их убили, не хотела видеть, вдруг достанут тело или что-то в этом духе. Поэтому я просто отошла от окна и перестала смотреть. И ничего, что происходило дальше, я не знала. И в этот момент как раз позвонила мне моя мама. Я ей сказала: мама, убили Сашу, потому что думала, что это то, что случилось. И она мне сказала: мне ломают дверь. Я ей сказала: прощай, она мне сказала: прощай. И все, закрыли телефон и стали. Мама моя живет вот здесь, вот недалеко. Армия, когда вот пришла вас освобождать, как это происходило?
Здесь было несколько человек, которые были на связи с армией. Было пару ребят из группы первой поддержки самообороны, и в том числе мой муж. Мой муж, он ответственный за, на иврите это называется цахи, это группа, логистическая группа, которая занимается, когда есть какое-то чрезвычайное положение, она занимается всем, что происходит здесь, в нашем кибуце. И он, как часть этой группы, он должен собрать информацию о людях, которые, где они находятся, допустим, кто-то куда-то уехал, выехал, местоположение. И обычно это все связано с какими-то войнами, которые у нас происходят раз или два в год, и нужно, допустим, эвакуировать семьи и так далее. На данный момент он, то есть у него нет оружия, он не должен никуда идти, но он пытался получить информацию от нашей мэрии здесь, в нашем районе, от группы самообороны, но связь была плохая, мы думали, что вообще говорить не с кем, он не получал никакой нормальной информации, потому что был просто сумасшедший балаган. Все было настолько... Никто ничего не мог сообщить, в общем, нормально. Но в какое-то время он сказал, в мэрии он сообщил, что наверняка он один из единственных людей, с кем можно в Нирозе связаться, и он может дать информацию о том, кто где находится и куда идти. И действительно, в какое-то время с ним связывается какая-то армейская команда, и когда они приходят сюда, в Нир-Оз, он уже с ними на телефоне, он уже отправляет их в дом той женщины, которая на 9 месяце одна с 3 детьми дома, или к мужчине, который ранен в обе руки, он отправляет их сначала в эти дома, прям вот так вот снимает кибуц сверху и отмечает им дома и отправляет, чтобы они знали, куда идти. В дом семьи Симантов, о которых я вам сейчас рассказала, они приходят примерно в 2:30, в 15:03. К нам они приходят в 4:30. Когда армия зашла, бой был? Нет. То есть здесь из террористов они все убежали, получается? Да, уже они все просто ушли. прошли... Где-то в 1:30, по армейским данным, где-то в 1:30 уже здесь никого нет. То есть по тем камерам, которые нашли, и видео и так далее, по армейскому репорту, где-то в 1:30, да, уже никого То есть не они было. все отсюда вышли, никто не затаился? Они не было? все, да, может быть, были где-то 1-2, но это Потому что, ничем не доказано. потому что в Берри там очень жесткие бои были. Там Потому очень что там долго. были бои. Там бои, а у вас боя не было. Да, единственный бой, как я сказала, группа самообороны. В этом районе был последний бой группы нашей самообороны. 3 человека, Тамир Адар, Авив Ацили и Долев Еуд, воевали здесь, поэтому дом сожжен. Здесь была ужасная стрельба прямо на балконе, и тело Долева было найдено здесь. А вот там, где фотография Тамира, там были убиты, можно сказать, в общем-то, и Авив, и Тамир, который был очень сильно ранен, и их обоих забрали в Газу. Поэтому здесь была, скажем так, последний бой был здесь. И вот этот дом, в нем была семья, 3 детей. Все остались живы, хотя дом сожжен, они смогли выжить в своем бомбоубежище. А дом рядом с ними, вон там, где беседка, туда даже не зашли. Про который я рассказал Дед Лившиц, он и его жена 60 лет эти кактусы выращивают. Два желтых флага, да, 2 заложников в этом доме были. Одна из них освобождена, голубой цвет, а второй был убит, поэтому красный. Одед и Йохевед Лившиц. Одед, ему было тогда 83 года, Йохевед немного старше, 85, наверное. К ним прорвались в дом.
Одет был ранен в руку, и его жену забрали первой, завернули ее в ковер и бросили на мотоцикл. Его забрали потом, он погиб в Газе еще в октябре 2023 года. А Йохке, его жена, была возвращена Хамасом через 17 дней примерно. Она была в очень плохом состоянии здоровья. Она и еще одна женщина из Нир-Оза, их просто, можно сказать, выставили из Газы и вернули их сюда. Дом полностью сожжен. Пойдемте, зайдем внутрь, только осторожно здесь. Этот ряд домов находится на окраине кибуца, прямо рядом с дорогой, которая окружает кибуц и которая смотрит в сторону Газы. Здесь было пианино. И вот поля и соседи. В южных районах наших полей, прямо на границе, был атакован израильский танк. Один из 2 танков, которые были, он был в наших южных полях. Оттуда вытащили солдат, последний из них умер на утро. И танк горит прямо на границе. В газовском фейсбуке и в ватсапах высылают сообщения: в наших руках израильский танк. Так приходят люди, туда приходят сотни людей, и прямо по дороге, которая идет через наши поля, в южные ворота нашего кибуца. Поэтому у нас было так много людей, они от танка просто пошли дальше. А вот сам момент, когда вас взяли в плен, то есть они вошли, Они вошли. они просто вас схватили или как это было? После того, как я подумала, что убили моего единственного сына, мне, в общем-то, было все равно, что произойдет дальше. Они просто вошли, увидели ключи от машины моего мужа, сказали мужу, что они хотят его машину, и пошли вместе с ним туда, где он ставит свою машину. Это далеко, это надо идти далеко. Он просто вышел с ним, часть из них, и все, больше я не видела его, я не знаю, что с ним произошло. А я осталась сидеть с несколькими из них. Они покрутились по дому, поискали, не знаю, что они искали, может, оружие, может, деньги, не знаю, что. И потом сказали, пойдем. А схватили вас именно нухба, террористы или вот те самые мирные? Нет. Я так понимаю, что тот, кто меня захватил, это были хамасники. Хамасники, да? Я так думаю, потому что один из них был одет как бы в форму, похожую на форму израильской армии, поэтому я думаю, что это были хамасники. И они вас повели в сторону Газа? В сторону Газа, да. Пешком? Дело в том, что когда мы вышли и мы сели за заборчиком и стали ждать, когда какая-нибудь машина нас подберет, и проехали машины, и трактор с прицепом. В прицепе были еще заложники, и мотоциклисты, и люди просто проходили с чемоданами, с телевизорами. И мне нигде не было места. Просто никто не остановился. И мы посидели, когда уже все машины проехали. Они поняли, что все уже, машину поймать не удастся. Сказали мне, пойдем, и так мы пешком дошли до Газа. Здесь был дом, здесь жил пожилой человек, Амитай Бен-Цви. С ним находился парень филиппинец, который помогал ему. У Амитая был Паркинсон. Амитая убили. Здесь осталось, видите, только бомбоубежище осталось от этого дома. Его фотография Амитая там. Он был убит в своей же кровати. А филиппинца Джимми забрали в плен. Он пробыл там несколько недель, и в какой-то момент его отпустили. Была то ли сделка, то ли что-то. А это дом Шири Ярден Бибас. Здесь было видео хамасников прямо, которые они сами себя засняли.
Здесь стоял такой красный диван, и было прям... Они прям снимали, как они пытаются пробиться через это окно с оружием, и кто-то стоит с такой... со сверлом таким, чтобы выкрутить замок. Дом внутри весь обстрелянный. Ярден, отец, его забрали первым. Он вышел с пистолетом, он думал, что он может защитить свою семью. Его забирают первым. Он провел в туннелях около 500 дней. Часть из них тоже вместе с моим свекром Йорамом. Он не знал сначала, что Шири и детей забрали после него, потому что пришла другая группа террористов и забрали ее и деток. Ариэлю было всего 4 года, а Кфиру всего 9 месяцев. Браха Левинсон, пенсионерка. Она, наверное, была одним из первых людей, которых убили в Нирозе, очень рано утром. Террористы, которые были у нее, убили ее. Они взяли ее телефон и через ее Facebook подняли фотографии и видео. И внуки увидели это. Внуки живут в центре страны, увидели это, они даже не поняли, на что они смотрят. На Фейсбуке у бабушки. Одна из первых. А женщина в следующем доме, ее внучка, Кармела Дан и Ноя Дан, ее 12-летняя внучка, были живы еще примерно до 12:30. То есть один дом так, один так. Офер Кальдерон, которого взяли в плен с 2 детьми, это ее зять. Саар Кальдерон и Эрез, это ее 2 внуков. Есть семьи, в которых было все. Есть семьи, которые даже не могли нормально хоронить своих близких, потому что там была, не знаю, есть мать и ее дети в Газе. И она должна что-то делать для того, чтобы каким-то образом бороться за то, чтобы ее детей там отпустили. А в это время хоронят ее мать вместе с племянницей. Это сумасшедший дом. Я правильно понимаю, что кто-то из твоих родственников был похищен в Газу? Да, родители моего мужа, Тами и Йорам Мецгер, были похищены оба из их дома. Они жили буквально недалеко, 200 метров отсюда. Тами было 78 лет, Йораму 80. Их забрали в Газу по отдельности. Йорама забрали из дома первым. Тами в это время она не была в бомбоубежище, она была в ванной. Она спряталась там, и она слышала, как Йорам говорил прекрасно на иврите. Она слышала, как она сказала, что он уходит с ними. То есть вроде бы это было не что-то очень с каким-то большим насилием или что-то такое. То есть она прям рассказала, я слышала, как его забрали. И она осталась в ванной. Она продолжала прятаться там, но где-то через полчаса пришла еще одна группа. По ее словам, это была группа детей. Там ей 78 лет, поэтому
дети, она имеет в виду 17-18-летние молодые ребята. Они вытащили ее из ванной, попросили у нее деньги. Она была в полном шоке и сказала, что никаких денег у нее нет. Тогда ее стали просто выталкивать из дома. Когда она упала при выходе, то ее просто протащили по асфальту. То есть в Газу она попала с абсолютно ободранными коленками. Получается, захватили опять же не Нухба, а вот те самые. Да, подростки. Ее выводят ближе к забору, который был пробит тоже в одном из мест. Заборки вокруг кибуца. Сажают ее на мотоцикл между двумя какими-то террористами и на мотоцикле через поля в Газу. В какой-то момент мотоцикл упал. У нас песочные поля. Мотоцикл падает, ее поднимают. В какой-то момент она получает удар очень сильный в глаз, и она не знает, это специально или нет, наверняка от ружья. То есть у нее течет кровь, и она уже ничего не видит, ее пихают в какую-то машину и везут в Газу. И уже там, в Хан-Юнисе, прям в городке, который находится напротив нас, именно за границей Газы, ее пересаживают еще в одну машину, одевают на нее такую арабскую эту одежду, закрывают ее полностью и сажают ее в машину с еще одной женщиной. Эта женщина Нили Маргалит, тоже соседка тут недалеко. Нили было тогда 43 года. Она медсестра в больнице Сорока в Бершеве. Немножко говорит на арабском. Нили говорит: Тами, это я. Мы вместе, все будет нормально. И по рассказу их везут куда-то в какой-то теплице или какой-то склад, что-то такое. Их продают Хамасу. То есть обмена на деньги. Ребята получают деньги. Женщины заходят в туннель. А как этот процесс продажи происходил, самой сделки она описывала? Как на рынке привозят, дай деньги? Ну, там не было, там не то, что там было много человек, там были они вдвоем, были какие-то хамасники и те, кто их привезли, и просто была передача. Мы передали вам женщин, вы нам передали деньги. Вот. То есть это видели, как передавали деньги? Да. Вот эта дверь бомбоубежища, ты видишь пули? То есть дверь была прострелена, и Одет, который стоял с этой стороны двери и держал ручку, был ранен в руку. Okay? По пути в Газу, когда вас везли, были свидетелями каких-то, я не знаю, издевательств, что они там кого-то избивали, стреляли вот при вас? Я шла одна, как я уже сказала, после того, как все уже прошли и проехали. Поэтому я не видела никого. Я видела, когда шла по полям в сторону Газа, видела по сторонам дороги разбросанные вещи, трупы людей, раненых. Я, если честно, даже старалась не смотреть, если это террористы или кто-то из наших. А с вами как обращались? Они просто старались, чтобы мы бежали как можно быстрее. Не били, ничего? Над нами все время был вертолет, они очень боялись вертолета. Поэтому они пытались бежать быстро. Я им сказала, что я так быстро не могу. Вертолет не стрелял? Не могу. Ничего? Стрелял, но не по нам. В какой-то момент было такое, как в поле есть такое, как, ну, даже не знаю, как это, поливалка такая, большая-большая поливалка с большими-большими колесами. Они легли под колеса этой поливалки, и я с ними, два террориста, я была с ними двумя, я с ними, и сзади мы услышали, машина ехала. Я лежала спиной, потому я не знаю, что за машина, и один из них поднял голову, попытался остановить машину, и тут самолет выстрелил ракету, и машина вся разлетелась. И все осколки пролетели над нами. Кто был в машине, я понятия не имею, я не знаю.
Я только знаю, что машина разлетелась на осколки. И потом мы еще полежали какое-то время. Потом они просто поднялись и продолжили. А сколько еще раз вертолет стрелял? Один раз был? Я слышала вот это один. Может быть, я слышала еще, просто не помню. Но про эту машину я помню очень хорошо, потому что я как бы подумала, что сейчас нас осколками и убьет. Но как-то вот мы, никто из нас даже не пострадал. Ну, это получается утром вертолет уже был, да? То есть, Ну, если я думаю, ближе к обеду. ближе... ну, ближе к Потому обеду. что я думаю, что это было уже часов 11-12, если не позже. Раз в год, 2 раза в год начинаются какие-то боевые действия. Они стреляют, мы стреляем. Иногда нас эвакуируют, потому что когда наша армия начинает здесь работать, то очень шумно. У нас как такового тыла таки ведь нет. Везде есть границы, и они в основном недружелюбные. И всегда есть какое-то, знаете, говорят, мы, люди, которые занимаются сельским хозяйством, всегда верят, что следующий год будет лучше. Так и мы. До 2000 года у нас работали люди из Газы, потом уже нет. Отношения были неплохими. Мой родственник рассказывает, что в конце 80-х они пахали поля с нашими тракторами прямо до границы. Открывали, если нужно было, открывали ворота, переходили на сторону Газы, потому что фермер, который работал на другой стороне, у него трактор был не очень хороший. Они переходили на ту сторону, пахали ему поле и возвращались обратно. После 2000 года началась интифада, теракты, все изменилось. Вот. Но ракеты, да, есть ракеты. Мы всегда говорили, что мы живем в таком прекрасном месте, это 95% рая и 5% ада, который иногда на нас находит тут. И дальше их куда повезли? И дальше их заводят в туннель, где они идут очень долго, босиком. Я не могу сказать, сколько они шли. Я думаю, что... Я не знаю, сколько там и прошла, но она говорит, что это было далеко. Идут просто по туннелям. По туннелям, один за другим. Чуть-чуть ступенек и снова туннель. Пока они не приходят в комнату, как ресепшн, она говорит. То есть туннель, и оттуда выходят комнаты, разветвления. И одна из них большая комната, там сидят люди. И вдруг там и слышит: ой, смотрите, вот моя жена. И она встречает там своего мужа Йорама и еще людей из Нир-Оза, из кибуца Нирим, наших соседей, и других, там были с ними много человек. И все, и она остается в этом туннеле, в одной из этих комнат. Их примерно 12 человек, в основном из Нир-Оза и в том числе другие. Кого-то убирают, кого-то приводят, кого-то завозят. 53 дня. 53 дня до сделки, когда освобождают женщин и детей. Там и освобождается. Через пару дней после нее Нили Маргалит, которая была с ней, она последняя женщина, которая освобождается из этой туннели. Йорам и другие мужчины остаются там. В какое-то время армия наша заходит в Хан-Юнес, там, где они находятся. Мужчин переводят в другие туннели. Мы не совсем знаем, то есть нам неизвестна вся информация, но мы знаем, что 14 февраля 2024 года израильская армия, не зная, что находятся заложники в районе, начинает бомбить вокруг. И те хамасники, которые держат людей в туннеле, застреливают всех 6 заложников. Из Нир-Оза это Йорам Мецгер, Хайм Перри, Авраам Мундер и Алекс Данциг. И еще 2 из кибуца Нирим, 2 мужчин, более молодых. Их тела находят позже. И в августе 2024 года их тела возвращают из Газы, находят их там, возвращают их. Йорам захоронен здесь. Застрелили, чтобы не доставайтесь вы никому из Сирии? Говорят, по той информации, которая у нас есть, были инструкции. Инструкции, если армия приходит близко, то заложников нужно убить.
То же самое произошло, кстати, с 6 молодыми заложниками Да. гораздо позже. Как это выглядело место, где вы переходили? Это была дыра, это там были В ли Газу, Да, в саму Газу. Как это место выглядело? если честно, не помню. Там был просто проход в Газу, да. Просто Да, просто большой-большой проход. Через него проезжали мотоциклисты, и машины, и люди проходили. То есть, как бы, я не знаю, как они... людей было много, кто... Людей было много. Я уже пришла в конце, поэтому на улицах уже было довольно мало людей. Я так понимаю, люди, которых привезли в начале, их встречали, пытались там их побить и все. Когда я уже пришла, уже люди разошлись. А вот от Газы вас везли до места, где вас уже прятали? Или вы также пешком шли? Там меня уже взяли на мотоцикле и привезли, и, в общем-то, мне ввели в туннеле. И в туннеле, после небольшого прохода по туннелям, я попала в такую большую комнату, где было человек 20, наверное. Из нашего кибуца, из Нерима 4 человека, таиландцы. Ну, вот, никого из моей семьи там не было. И мы там были дня 2-3. В туннеле самом? В туннеле, вот в этой комнате, да. А потом пришли и сказали, ты. Не знаю, почему именно мы, но вот меня, еще одну женщину с 5-летней девочкой, Тайку, и 17-летнего парня из нашего кибуца. Почему-то вот именно нас взяли и перевели нас в квартиру на земле. На 2-м этаже, я думаю. А вот в самом туннеле эти дни, то, что вы были, можете рассказать, какие там были условия? И с вами вообще разговаривали террористы, не разговаривали? Первые дни я большую часть времени спала, они там давали какие-то питы есть. Ну, как-то меня не особо это интересовало. Мы еще перешли из одной комнаты в другую по туннелям за эти дни. Я была вот с Йором Мецгером, который тесть Оли. А потом, когда нас взяли уже в квартиру, мы были там 2 недели примерно, в квартире, 2-комнатная квартира. Мы в одной комнате, в другой комнате все вещи семьи там никого не было, а в коридоре сидели 4 охранника, и всегда кто-то сидел вот в проеме двери и смотрел, что мы делаем. А через 2 недели, когда начались бомбежки усиленные, нас опять спустили в подземелье. И там я уже встретила Сапир. Сапир – это девушка моего сына. Ее я там встретила, очень была рада ее видеть, просто счастлива, что она жива. Это дало мне надежду, что и мой сын жив. И она мне сказала, что когда ее взяли в Газу, ее посадили, их вывели из дома, его поставили на колени, окружили человек 10, она говорит, с автоматами, а ее взяли на мотоцикле в сторону Газы, и когда ее взяли, она видела так боковым зрением, что Саша убегал от них. И все. И она не знала, что произошло, смог убежать, не смог, что случилось, потому что она продолжила в Газу. И это все, что она мне могла рассказать про Сашу. И после ночи вместе ее взяли с ее группой в одно место, меня с моей группой в другое место. И мы уже встретились за неделю до освобождения. Я была неделю с ней опять в ее группе. В день освобождения меня вывели из туннеля, посадили в машину. И машина проехала какое-то время, остановилась, и ко мне в машине посадили мою маму. И так я узнала, что моя мама тоже была заложницей, просто в другом месте. И нас освободили вместе, как гражданок России. Не потому, что мама и дочь, просто так получилось. И когда я вернулась, я стала спрашивать, что с Сашей, что с Виталиком. И мне сказали, что Виталик был убит в тот день, а Саша похищен, заложник. Ранен и заложник. А вот то, что 53 дня находилась в плену, рассказывал вообще, в каких условиях содержалась, как с ними обращались, как кормили? Туннель, одна комната, в которой находятся те примерно 12 человек. В комнате есть пластиковая трава такая, да? Есть 12 матрасов, которые лежат рядом друг с другом. Это комната, в которой спят. Чуть-чуть дальше есть еще одна комната. Там кухня. Там красивая новая плитка на стене. Есть раковина, есть где приготовить еду.
А в какое-то время сами хамасники разрешают нашим заложникам, тем, которые там, разрешают готовить еду сами. То есть приносят им, допустим, рис, там какую-то тушенку или готовьте сами. Чуть дальше есть туалет. Душа нет. Один раз Тами сказала, что Йорам попросил, чтобы позволили нагреть воду, чтобы она могла помыться. Наверное, это был единственный раз, когда она мылась в душе. Утром иногда давали какую-то печеньку или финики. Рис, иногда пита, иногда был огурец. То есть овощей не было. Она не рассказывает, что их там били или как-то плохо к ним относились, но она, да, говорит, что она была в шоке, она была отключена от мира, потому что ты целый день в одной комнате с людьми, ситуация непростая, по ночам они не спали нормально, естественно. Нили, медсестра, очень помогала, она очень четко обращалась с хамасниками, которые были там, и сделала все возможное, чтобы доставать какие-то лекарства. У нее было всего несколько таблеток антибиотиков, и она дала их Тами из-за коленок, потому что коленки начали гноиться. И когда антибиотики не помогли, Нили намазала ей колени медом, и мед вытянул инфекцию. У Тами были проблемы с легкими, Нили даже достала ей, хамасники притащили им как баллон, этот кислородный баллон. Йорама приглашали иногда смотреть телевизор с ними, чтобы он мог переводить им с иврита на арабский. Так как Йораму 80 лет было, и он очень плохо слышал, а забрали его без его аппаратов, в комнате рядом он просил телевизор сделать погромче, и тогда все могли слышать что-то, что происходит. Вот. Но информации у них было очень мало. Через какое-то время все наши эти старые кибуцники делают себе какую-то рутину там. Хаим Перри, который когда-то занимался, снимал фильмы и преподавал даже, он им рассказывает что-то там о фильмоведении. Алекс Данцик, который очень большой специалист в области Холокоста, рассказывает им делает им лекции об истории и так далее. То есть они ведут какой-то образ жизни все эти 50 с чем-то дней для того, чтобы как-то себя держать, как люди, а не просто так, которые сидят где-то. Вот и все. Проститься с Йорамом ей не дали. Когда сказали, что их осаждают, она сказала, меня вытолкнули, и Йорам сказал, иди. Как она сейчас себя чувствует? Недавно она спросила, что мы думаем, остались ли в живых те стражи, хамасники, которые были в туннелях. Потому что она хотела бы с ними поговорить. И, может быть, таким образом они бы перестали появляться у нее во сне. Но Тами такая сильная, она вообще... Конечно, тяжело. Тяжело, потому что она и Йорам были женаты 59 лет. Прошли много. У них 3 сыновей. И мы все. Все стараемся быть вокруг, помогать, внуки тоже. И она решила, что она живет. Она переехала, она не живет с Нир-Озом, она хотела дом на природе. Она переехала в небольшой поселок вместе со своей сестрой, сняла дом. У них есть собачка, у них есть травка перед домом. И она старается. Она очень хочет вернуться в Нир-Оз. Пока не возвращается. Пока нет. К сожалению, Нир-Оз еще не находится в положении, когда мы можем позволить таким пожилым людям вернуться. Здесь нужно создать какую-то клинику, здесь нужен маленький магазинчик,
и тогда, может быть, можно будет. Это все еще мы работаем над этим, но это еще займет немного времени. Когда вас из туннеля выводили в этот дом, он где-то рядом находился или прямо по туннелю? Над туннелем? Этот дом, значит, когда вывели из туннеля, вот выход из туннеля, а тут дверь в квартиру. То есть сразу проходишь в квартиру и все. А, сразу. То есть там не надо было вообще идти никуда. И также обратно, выходишь из квартиры сразу в туннель. А в доме никто не жил, просто была охрана с вами, да? Только охрана. Первые дня 2 было, приносили еду, рис с курицей, я помню, был. Еще что-то, не помню уже. А потом как-то еда быстро закончилась, и стали приносить питу с сырком, питу с еще с чем-то, не знаю, или просто питу. А сколько раз в день? Сперва это было 3 раза в день, потом перешло на 2 раза в день. Проблема была в том, что с нами была 5-летняя девочка, и она все время хотела есть, поэтому как бы мы старались, я, ее мама и Тайка, отложить то, что можно было ей на потом, чтобы ей было что поесть. То же самое было и потом в туннелях. А что с этой 5-летней девочкой? Она освободилась первый день, самый первый день освободилась. А террористы с вами общались вообще в доме? Они в доме меньше, в туннелях больше. А о чем они с вами говорили? О Они чём? говорили по-арабски, поэтому мы выучили несколько арабских слов, и общаться было очень трудно, но в основном говорили про ислам, говорили про Газу. А что про ислам они говорили? Вот какая замечательная религия, и как вот они не убивают тех, кто без оружия, и женщин не убивают, и ну, как бы Какие они какая-то хорошая замечательные. религия. Рассказывали про Газу, рассказывали. А про Опять же, что мы можем понять? Ну, то, что вы поняли, да. Спрашивали у нас, где мы работаем. И... Все вооруженные, да? Нет, мы оружие у них не видели вообще. Оружие я видела 1 раз. Теперь я понимаю, что произошло. Тогда мы не поняли, что произошло. Мы были в туннелях, и как бы в туннелях у нас была своя комната, где мы спали, а у охранников своя рядом. И всегда кто-то не спал, и как бы, ну, не у нас в комнате сидел, а или в проходе, или у себя в комнате сидел, периодически смотрел, что все в порядке. Но вдруг в один день вечером пришел охранник с пистолетом. Это первый раз, когда я видела у него пистолет, и уселся прямо посреди комнаты нашей, и так всю ночь и просидел. И мы у него пытались спросить, что? Но он ничего, естественно, не сказал. Потом на вторую ночь тоже так же, а потом все, перестал. И мы еще тогда удивлялись и говорили с мамой этой девочки, их зовут Даниэль. Мы говорили, как, ну, мы как бы поняли, что, видимо, у них они боятся, что армия подойдет. И мы говорим, как он будет с армией воевать с пистолетом. У них нет ничего более серьезного. Но только потом, когда я вышла, я поняла, что это было после того, как израильская армия освободила первую заложницу, солдатку. И они, видимо, получили указание сидеть по ночам, сторожить. И если армия подойдет, он не должен был с пистолетом, естественно, воевать с армией. Он должен был просто прикончить нас. Это было, для этого и нужен был пистолет, поэтому он и сидел в нашей комнате с пистолетом. То есть, чтобы живых вас не отдать уже Конечно. армии. То есть я это поняла только теперь. Тогда мы как бы не поняли, в чем смысл и для чего. День освобождения. Можете рассказать, как это происходило? Ну вот, как я и сказала, пришли, сказали, что ты сегодня освобождаешься. Я честно скажу, мне совсем было не срочно освобождаться, потому что я очень боялась того, что ждет меня здесь. Я не знала ни о ком из моей семьи, ни про маму, ни про мужа, ни про сына. Поэтому мне было лучше там, не зная, чем тут. И как бы я боялась очень, что то, что я здесь узнаю, мне не понравится совсем. Я не знала, как я буду с этим жить. Поэтому, ну, как бы, поэтому, когда мне сказали, что я освобождаюсь, я, в общем-то, не сильно обрадовалась. Ну, освобождаю, что делать? Потом вот посадили ко мне мою маму, мы вместе вышли. И, конечно, когда я приехала уже сюда и узнала, что муж мой был убит, сын захвачен, это был, конечно, один из самых ужасных дней в моей жизни, скажем так. Я даже не знаю, что было ужаснее, день захвата или день освобождения.
Я просто сперва даже Я была в таком шоке, я не поняла, что мне делать дальше. И когда потом меня люди узнавали на улице, подходили, обнимали, говорили, как мы рады вас видеть здесь, я всегда говорила, я совсем не рада себя видеть. Я абсолютно не рада себя видеть. Ну, слава Господу, мой сын тоже освободился в феврале месяце А после во второй освобождения, сделке. вы где жили? После освобождения Вас нас эвакуировали? освободили, мы первым делом нас взяли в больницу, и из больницы нас перевели в гостиницу. У нас было много в гостинице. Постепенно все уехали, остались только мы. И так мы в этой гостинице и живем. Сперва мы ждали там Сашу, теперь, слава Господу, Саша вернулся. И теперь вот будут искать квартиру себе, я буду себе. А момент Мама. ожидания Саши, вы знали, что он живой? Или вообще... Сначала нам сказали, что он ранен и живой, но очень быстро армия его потеряла. То есть они не знали, что с ним, абсолютно ничего. Никакого не было информации о нем. В мае месяце вышел ролик из джихада. Я была, конечно, счастлива увидеть. Это было такое большое счастье увидеть его, что он жив, что он говорит, что он выглядит неплохо. Потом полгода опять не было о нем ничего. И в ноябре опять вышло 2 ролика. Здесь с одной стороны стена, а с другой стороны Йорам, отец моего мужа. Ну. 64 должно быть. 64 работники из Таиланда, которые у нас здесь жили. Их убили, они забежали в бомбоубежище, там, где они жили, их там всех поубивали. Почтовый ящик, это было сделано где-то 3 недели после 7 октября. Черные наклейки заложники, красные наклейки убитые. И только 2 голубых освобожденные, 2 женщины, которых освободил Хамас по своей воле через 17 дней. Вот они здесь. С тех пор мы не делали апдейт на это. Я думаю, что это останется как музейный экспонат. Здесь было так шумно. То есть не только от того, что там долбились нам в двери, кричали что-то на арабском, да, и было действительно очень-очень страшно. Вокруг, когда такое место, как у нас, и идет стрельба, нельзя понять, откуда она идет. Но стрельба была везде, и если дома моих соседей 20 метров от меня горели, то понятно, что дым шел и к нам, и мы не могли понять, откуда это. И стрельба была вокруг, потому что они ездили здесь на своих этих мотоциклах и машинах и просто стреляли. Как мы по телевизору видим, когда едут и стреляют по воздуху, вот так. И, естественно, куча людей. И когда мы выходим из дома в 16:30, я выхожу из комнаты, и все мои соседи уже у меня в доме. Потому что армия заходит в каждый какой-то район, собирает людей, и собирает их в одном доме, и потом нас перевели в одно место в бомбоубежище большое, и собрали нас там всех. Но когда люди приходят ко мне домой, я помню соседских детей. Многие из них были босиком, потому что, как 6:30 как из кровати. И у них кожа была серая, потому что у них дома горели, а они в бомбоубежищах сидели, и весь этот дым заходил к ним. И вот я помню, что они босые и серые. А дома поджигали просто, да? Дома поджигали. Дома поджигали. В некоторых местах это были какие-то термобарные, есть такие взрывчатки, были гранаты. Где-то у нас здесь есть газ для того, чтобы... газ, который греет воду в домах и так далее. В некоторых местах резали, поджигали эти... У меня здесь стоял мангал такой снаружи. И там был с газовым баллоном. Газовый баллон забрали, но его не использовали у меня дома.
А могли бы взорвать. А могли бы. Поэтому я считаю, что нам вообще повезло по-сумасшедшему. Помните момент встречи с ним? Конечно, конечно, помню. Конечно, помню. Это было, А как было это что-то происходило? Где вы нереальное. встретились? Мы встретились на армейской базе на границе. Мы приехали туда с Сапир заранее и ждали его там. Ночевали там и ждали его в субботу. И когда он освободился, он не знал про папу. Он знал, что мы освободились. Он слышал наши имена по радио. А про папу он не знал. И в какой-то момент он стал уже подозревать, что, видимо, папы нет в живых, но он этого не знал. И когда он освободился, только тогда он, как и я, спросил. Ему сказали, что папы нет в живых. Ему это, конечно, было тяжело. Он был очень счастлив видеть меня. Он был очень удивлен видеть Сапир, потому что он был не уверен, что она его ждет так долго. Но, конечно, тоже счастлив. Он рассказывал, что в какой-то момент он даже уже потерял надежду, что он выйдет оттуда. Но он только молился и молился, и надеялся. И делал все, что он может, чтобы сохранить себя и вернуться живым. Ко мне в основном, потому что он как бы уже думал, что Сапир, может быть, нашла кого-то, может быть, он не знал, что происходит, но он думал, что я одна, потому что он подозревал, что папы нет. И он не знал, в каком я состоянии. Он был очень рад видеть, что я в нормальном состоянии, была в нормальном состоянии только благодаря Сапиру, ее семье и хорошим людям, которые встретились на моем пути, которые меня поддерживали и помогали мне. Пока мы были в плену, у нас вся семья была в плену, в общем-то. Семьи других заложников ходили на встречи, ходили на давали интервью. У нас никого такого не было, потому что, в общем-то, вся семья не была здесь. И Сашины друзья из всех периодов его жизни объединились вместе и сделали вот такой штаб, который вместо вот семьи ходили везде. Они были нашей семьей, в общем. Да и после того, как мы с мамой освободились из Сапир, Сапир освободилась на следующий день после меня. Это была уже последний ем самой первой сделки, и все. После нее уже опять начали воевать. И вот они нас поддерживали. И Сапир, и ее родители тоже жили со мной в гостинице, и мы все делали вместе. А как сильно Саша изменился после плена? Вот Очень изменился, очень изменился. сильно? Очень сильно изменился. Он был человек, который думает, что он решает все в своей жизни. Он очень такой, как бы, ну, все продумывает. Всё. И вот он все продумал, и вот как бы вот как он решит, так и будет. Вот 7 октября, естественно, и все это время он понял, что не он решает, в общем-то, а решает некто свыше. И он вернулся верующим человеком, так же, как и мы, в общем-то, и я, и Сапир. И он был все это время один, кроме 2-3 дней, когда он был с еще одним заложником, он был абсолютно один. И у него было очень много времени подумать о своей жизни, и он понял, что главное в жизни, что, в общем-то, работа, деньги, карьера, все это ерунда. Главное – это семья, главное – это люди, которые тебя окружают, это отношения. А какое у него сейчас состояние психологическое? Он восстановился? Ну, я даже не знаю, что сказать. Он очень сильный человек, он не любит, когда его жалеют, он просто не переносит этого, и он никогда не рассказывает ничего, не показывает ничего, чтобы вызвало жалость. Поэтому он с того момента, как он вышел, как бы вел себя, как будто он никогда там и не был. Но я знаю, что он плохо спит по ночам, я знаю, что, конечно, у него бывает. Он не готов приехать в кибуц вообще, он не готов зайти в кибуц. Он не был. Он не был, единственное, что он доехал до ворот кибуца, дал там интервью, и все, он даже не зашел. Он не готов, он сказал, что он хочет помнить кибуц так, как он был, он не хочет видеть все это. Я прожила в этом доме около 7 лет, может быть, 8. И все, теперь это уже не мой дом. А почему вы в нем не живете? Потому что, ну, насколько мы посмотрели, он же не сильно у тебя пострадал. Да, у нас разбитое окно, разбитая дверь. И нам очень повезло по сравнению с нашими соседями. Было принято решение, что весь этот район в кибуце будет разрушен из-за того, что здесь есть немало сожженных домов. И район будет перестроен, построен заново, с новыми домами, которые будут построены одинаково.
и красиво. И наш дом скоро, через 2 недели его сносят. Да. И как быстро вам обещают построить новые дома? Фу. Я думаю, что у нас займет это еще хотя бы 1,5 года. А сейчас где вы живете? На данный момент я живу здесь, в Нир-Озе. Я живу в другом районе. В районе, в котором нет сожженных домов. Район был реставрирован, дома перекрашены, где надо починены. И все, кто хочет жить в Нир-Озе, мы старались, чтобы они были в одном районе вместе, а не напротив каких-то сожженных домов или домов, где погибли люди. Ты в Нир-Озе и после 7 октября так и продолжаешь жить? Мы уехали отсюда, естественно, нас всех вывезли. 8 октября нас вывезли в Эйлат. Мы провели 3 месяца в гостинице. И после этого практически весь Нир-Оз переехал в Кирьят-Гат. Квартиры, и до сих пор большинство людей живут там. У нас всего несколько семей здесь, в Нир-Озе, которые вернулись уже сейчас. Сколько домов пострадало и какое общее количество домов было? В Нир-Озе было примерно 229, наверное, 230 домов. Больших, маленьких, разных. Только в 7 никто не зашел. Только в 7 домов не зашли террористы. Они были везде. И если 50% домов сожжены, как мы видели у нас, есть дома, как мой, где всего лишь сломанная дверь и украдено все, что можно и так далее, и перепуганные люди. Но домов, в которых не зашли вообще, всего лишь 7. То есть они во всех домах Они побывали? были везде. И все повыносили? Повыносили кучу. Поля были заполнены. Через несколько недель после 7 октября пришла армия и с каким-то трактором, с огромными граблями просто собрали в кучу вещи, которые нашли в полях. Это была вот такая холокостная куча вещей, включая телевизоры, стиральные машинки, не знаю, документы, компьютеры и украшения. Нам постепенно начали возвращать, смотрите, нашли в полях то-то, то-то, нашли в полях. Забирали все, что можно. У тебя все обчистили, да? У меня обчистили неплохо. Хорошо, все украшения, бабушкины со Второй мировой войны еще, телевизоры, компьютеры, деньги, VR у ребенка, там, я не знаю, футбольные ботинки его. Большой телевизор забрать не смогли, его просто перевернули и сломали. Дедушкины медали не забрали, слава богу, осталась память. Все бутылки алкогольные сломали, лампы поломали. То есть такое ощущение, что просто то, что украсть не сможем, мы все Как говорится, спасибо Богу, что взял деньгами, поэтому, слава Богу, мы живы. Сейчас вы чем занимаетесь? Сейчас я, как и сказала, живу в гостинице. На работу я пока еще не вышла. Я работала здесь, на заводе, который тоже сгорел. И 3 раза в неделю я приезжаю в кибуц, вот, кормить котов, которые остались. Виталик, мой муж, был ответственный за котов в кибуце. Он ими занимался, он их кормил, он им делал операции, занимался их здоровьем. И теперь, когда его нет, в общем-то, это для меня это его продолжение, в общем-то. Я тоже, естественно, люблю котов, но для меня это еще и его наследие и продолжение. Много котов здесь? Нет, немного, к сожалению, некоторые погибли, некоторые... Ну, как бы, я и еще несколько человек, которые мне помогают, стараемся, чтобы как бы... Если кто-то, мы видим, болен, стараемся взять к врачу. И, конечно, когда не живешь в кибуце, труднее ими заниматься, но как бы стараемся, делаем, что можно. Буквально через несколько дней после нашей встречи мой дом разрушили. Разрушили также дома моих соседей. Для того, чтобы построить заново кибуц по новой планировке, мы должны разрушить где-то 140 домов. На данный момент где-то 100 уже снесли, и будем продолжать дальше.
Стройку заново пока еще не начали. Я надеюсь, что начнется к лету 2026. Можно увидеть, оставили в некоторых местах комнаты бомбоубежища. Они пока еще стоят. И наверняка в ближайшее время часть из них перевезут в другие места, а часть, по согласию семей, конечно, мы хотим оставить, перевести куда-то в сторону кибуца и, может быть, в будущем сделать какой-то открытый музей. Все это еще не решено до конца, но такой план, потому что если разрушим, то потом уже не сможем об этом подумать, делать или не делать, поэтому пока оставили. Кибуц немножко выглядит как кладбище, бомбоубежище, да. Немного грустно, вот, но все равно двигаемся вперед. Я не могу сказать, что я сижу здесь и мне очень грустно, потому что прошлое не изменишь. Дом, он всего лишь стены, и, наверное, самое главное, что дом – это дом, наш кибуц, построен заново, и все. Я думаю, что все будет хорошо.